Рада приветствовать вас, дорогие мои друзья и все любители огородно-садовой тематики. У нас в этом году очень ранняя весна, и буквально в первых числах марта мы уже вышли на огород для проведения первых работ. Для начала мы внесли минеральные удобрения и прорыхлили землю граблями. Что дает данная операция? Во-первых, мы закрыли удобрения землей. Во-вторых, данная операция позволяет задержать влагу в земле. А для нашей местности тема влаги особенно актуальна. Как вы заметили, у нас малоснежные зимы. Более того, у нас и дожди идут редко. Получается такая степная засушливая зона. Поэтому способы посадки, о которых я расскажу в данном видео, подходят областям и местностям с подобным климатом. Данные аграрные технологии могут подойти для Волгоградской области, для Ставропольского края. В общем, для всех местностей, где бывает засушливое лето, где, как правило, ранняя весна, для местностей, где мало лесов и преобладают степные зоны. После того, как мы обрабатываем землю граблями, мы начинаем размечать участок на необходимые нам грядки. Для этого у нас есть колья с веревками. Мы их натягиваем. Ширина грядки 1,20 м плюс 30 сантиметров тропинка. Почему именно такой ширины грядка? Ширина грядки была определена экспериментальным путем. Именно на такой грядке удобно работать с любой стороны. Человек средней комплекции дотягивается с тропинки до середины грядки, что удобно при посеве, при прополке и при других работах. Тропинка 30 сантиметров, это опять же размер ноги среднего человека. Если вам некомфортно ходить по таким узким тропинкам, то тропинку, конечно же, можно сделать и 40, и 50 сантиметров. Итак, следующая операция. Мы рыхлим самодельным трехзубцем землю на более существенную глубину. Извил сделан. Да, извил. Трехзубец для глубокого рыхления. Сломанных вил, да. Путем изгиба двух зубьев. Почему двух? Четвертый отломан. Два изогнуты сюда. И загнуты все. Ну да. Затем проводим маркером рядки. Вот еще два инструмента для посадки семян. Колесо. Колесо. Для чего мы его используем? Для уплотнения семян. Для прижимания семян к почве. Да. Плюс заодно выравнивается глубина их местоположения. Поэтому они более дружно всходят. Здесь подвижная ось. В зависимости от того, какой рядок, как далеко от тебя находится рядок, чтобы сильно не тянуться. То есть можно при желании все с одной стороны сделать, но мы обычно проходим по двум сторонам от грядки. Да. Настраиваем что-то среднее и обычно так и делаем. Но потенциал у этого инструмента достаточно большой. И второй, более мощный инструмент, такой боевой каток. Да, боевой каток. Захватывает половину грядки. У него ширина 60 сантиметров. В принципе, на него даже придавливать не надо, потому что это довольно тяжелая фигня.
хватает его собственного веса. Если слишком тяжелый сделать, семена могут не вырасти. А так Да, а это вот идеально получается. Проверено. вот материал примерно сосна, тополь, что-то такое. В общем, легкое вполне. Да, для меня так оно тяжелое. Но не дуб. Довольно тяжелая Но не штука дуб, на ни самом деле. Вот. акация, ни древесина не плотная. Все, сеем. Земля уже довольно-таки высохшая. Еще уплотняется, но уже не сильно. Вернее, уже склеивается, но уже не сильно. Высыхает мгновенно. Но даже в нашей местности не всем огородникам нужно так рано выходить на огород. Ну, Допустим, ваш огород находится на ровном участке, то, скорее всего, влага у вас будет задерживаться А что, у нас намного больше дольше, чем на нашем участке. Дело в том, что наш огород находится на участке с довольно ощутимым наклоном, и лишняя вода стекает. Как итог, влаги в земле вечно не хватает. И, допустим, для таких культур, как морковь, как лук с семенами, петрушка, укроп, для всходов всех этих культур нужна влага в земле. И поэтому мы стараемся выходить на огород для посадки данных культур при первой же возможности. Как только земля перестает липнуть к обуви и инструментам, мы тут же идем на огород. Все эти культуры легко переносят заморозки. Также все эти культуры можно садить под зиму, и поэтому они очень хорошо относятся к столь ранним посадкам. Хочу сказать, что морковку мы сеем всегда с запасом, и потом в обязательном порядке прорываем ее на нужное расстояние. И также мы сеем семена лука на сеянец. То есть опять же сеем густо. После посадки мы уплотняем землю самая колесиком. самая лучшая должность и самая лучшая процедура. Практически ощущаешь себя как в детстве, пока ходишь с этим колесиком. Так, надо же теперь показать, как оно вблизи работает. Вот так вот. Уплотняет семена. В рядке. В рядке. Да. И засыпает их на одинаковую глубину, Не засыпает, а уплотняет. уплотняет. Потом тем же маркером засыпаем рядки. И еще одна операция – уплотняем землю катком. Следующий агрегат и последняя завершающая операция по посадке семян. Он не смазанный, поэтому будет скрипеть, что весьма забавно. Получается вот как раз перекрытие на 4 рядка. Угу. В общем, у нас не посев, а сплошная развлекаловка. Да. То с колесиком побегали, то, блин, с катком побегали, с маркером. Огород — это весело. Давить не нужно. Кстати, Жек, расскажи Цель операции выровнять. популярно, да, почему мы укатываем так? Почему такая операция обоснована в нашей местности? Укатываем, потому что иначе земля высохнет. Да, у нас очень быстро сохнет земля. Как увидели, зимой снега практически не было, и земля уже подсыхает.
Плюс, И вот такая операция сохраняет на какое-то время влагу в земле. плюс при этом дополнительно семена прижимаются еще и сверху землей. И плотность земли получается достаточной, чтобы семена могли при всходах сбросить свою оболочку. А если они будут вылезать вместе с оболочкой, получается, семядоли не смогут от нее освободиться. Ее, как правило, должно снимать землей. Вот так вот. Наши инструменты для посева семян. Так, еще не все. Линейки, точно. Вот такие инструменты мы используем для посева морковки, лука семенами, редиски, чего там, петрушки, укропа. И все, да? Щавеля. Ну, то есть именно для посева мелких семян. Именно не когда там бобовые идут или фасоль, а именно для посева культур с мелкими семенами. Вот и все. Пока. До новых встреч. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Кому интересны огородные и садовые темы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет еще много интересной информации о посадках, о инструментах, о различных аграрных технологиях. Спасибо за внимание.